Привет, мои дорогие! Приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать! Сегодня я вас приглашаю на очень интересный расклад. Сегодня я просмотрю тему, будет ли Трамп вновь президентом США во второй раз. Эту тему я уже давно хотела на самом деле просмотреть. Просто чистый интерес. В прошлый раз я делала расклад на то, кто будет следующим президентом США, и, как оказалось, это Байден. Я это озвучила заранее, и так и получилось. Так вот, давайте узнаем, будет ли Трамп вновь президентом США. Давайте смотреть. Давайте посмотрим, какой у него настрой сейчас на самом деле к тому, чтобы вообще участвовать в гонке на президентское кресло, как он себя вообще чувствует. И я скажу, не очень ли он особо и уверен в своих силах. Он участвует в этой гонке лишь для того, чтобы доказать своим соперникам, доказать своим близким прежде всего и своему окружению, что он, в принципе, еще неплох, да, еще есть порох в пороховницах и есть чем тряхнуть, скажем так. Поэтому я бы не сказала, что у него есть прям четкое представление того, что он будет делать на втором сроке, ну, будем это так называть, и что он вообще будет предлагать своему народу и вообще в целом американцам. Вот здесь я так вижу. Но я уже сказала, настрой невелик, шансы тоже, я бы сказала, уже с начала расклада не особо велики, да, много разговоров, много обещаний, как обычно, и много спеси и уверенности в себе. Но на самом деле этот человек не так уверен в себе, как он это пытается транслировать окружению. Давайте посмотрим. В хорошей ли он физической форме сейчас? Давайте смотреть. Трамп. В хорошей ли он сейчас в физической форме находится? Ну, есть проблемы незначительные, но уже, скажем так, возраст, опять же, не молод он. И есть кое-какие проблемы, дающие о себе знать. Скорее всего, эти проблемы, они больше, ну, такого, знаете, хронического, да, типа. То есть они уже были, и, возможно, они иногда дают о себе знать. Но ему кажется, что все в этом мире можно купить и владеть всем, чем захочешь, с помощью вот такой энергии денег. И очень многие вещи ему, знаете, вот он не совсем вообще в целом оценивает ситуацию всегда трезво, я так скажу. Но уверенность вот эта в себе, а прежде всего он ее пытается транслировать своему окружению, я уже сказала ранее, не так, да, страшен черт, как его малюют, да, как говорится. Поэтому тут он пытается играть определенную роль. Вот он играет роль такого успешного бизнесмена, человека, который идет к своей цели. Чисто такая типичная, знаете, фигура, вот ему бы быть хорошим коучем, да, вот это его призвание было бы, да, заряжать людей вот такой позитивной энергией на успешный бизнес, давать какие-то советы, которые 100%, у него есть колоссальный опыт в бизнесе, которым он может получиться, но нет, ему хочется вот как-то себя утвердить, да, на вот такой мировой арене, чего-то большего хочется. Я говорю, он играет больше здесь игру. Он очень не уверен в своих силах,
очень не уверен в том, что он хочет предложить народу, что это будет, принесет какой-то успех, какие-то плоды, да, и что народ будет доволен в целом. Но просто нужно играть свою роль. Давайте посмотрим, зачем ему вообще идти на второй срок, зачем ему вообще нужно кресло президента вновь. Давайте смотреть, зачем ему это нужно. Прежде всего, я хочу еще такой момент уточнить, что, возможно, есть какие-то проблемы, и они связаны с тем, что он не удовлетворен ходом каких-то дел, которые есть. Может быть, тот бизнес, который у него существует, он уже не приносит такого вот, знаете, сверх дохода. И вот он пытается этим выплыть, да, держаться на плаву. Тем, что он может вот управлять с верхушки, да, вот какими-то своими делами лучше, нежели он вот является вот в статусе вот такого простого гражданина, просто бизнесмена. Ну и, возможно, конечно, тут есть какие-то связи у него с определенными странами. Возможно, есть должочки какие-то, которые он должен отработать. И не исключено, что он именно сейчас их отрабатывает, пытаясь вернуться в качестве президента США вот в свое там бывшее кресло. Это очень важно, потому что я не вижу здесь успешного, уверенного, удовлетворенного в себе человека, даже в целом бизнесмена. Есть у него какие-то, знаете, такие пробелы, которые нечем заполнить. Нет удовлетворения вообще. И не было, в принципе. Давайте смотреть, будет ли Трамп президентом США. Но здесь все ресурсы будут направлены, все его ресурсы будут направлены на достижение своей цели. Он будет пытаться договориться с кем-то, будет пытаться манипулировать, возможно, какими-то людьми. Это может касаться людьми, которые работают и имеют отношение к Сенату, более такие серьезные, да, вот лица. Будет пытаться привлечь публику, будет пытаться привлечь инвесторов, будет пытаться привлекать очень интересных людей, возможно, медийных, да, вот здесь тоже такой момент, потому что вообще в целом в США всегда так происходит, что когда происходят выборы, очень много медийных людей привлекается для того, чтобы ну, скажем так, лучше проявить свою фигуру, да, и прорекламировать ее, скажем так. Знаете, я хочу сказать, что я не вижу здесь человека-победителя. Я не вижу тут его в кресле президента в будущем. К сожалению, для некоторых это так. К счастью, для большинства. Поэтому вот такой расклад, я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать вот эту картину происходящего, того, что он хочет, да, и мы увидим, станет он ли президентом или нет. Но я этого, я вам сразу скажу, не вижу. Очень немногообещающие карты. И информация очень вялая, очень слабая, поэтому здесь будет
активная борьба, он будет пытаться сделать все для того, чтобы вернуться в Белый дом, будет пытаться давить на какие-то, возможно, точки определенных личностей, возможно, с кем он будет участвовать в этой гонке, да, со своими, скажем так, оппонентами, соперниками, если их так можно назвать, и будет пытаться на их фоне выглядеть лучше, уверенней, опытней, будет пытаться обещать, какие-то фразы использовать такие, знаете, с помощью которых можно будет держать аудиторию, да, но это все ему не поможет. Я действительно не вижу его тут. Здесь будет человек, и он будет мягче его. Но я скажу, что мягче это не значит слабее. Вот так. Здесь будет человек мягче его по натуре, по своей, скажем так, ну, в целом ауре, да, я так бы сказала. Но этот человек, он будет намного жестче, чем, возможно, даже нынешний президент США. Я здесь это так вижу. Давайте смотреть. Да, я тут его не вижу. Я точно вам могу сказать, что он не будет президентом больше. Скорее всего, что вот этот пост, который он оставил, он и останется в прошлом. В будущем для него я не вижу вот таких каких-то колоссальных ярких перспектив на политической арене. Этот человек, он будет делать свое дело уже в качестве вот бизнесмена, да, человека, в статусе которого он привык быть, в принципе. Но я уже сказала, и там его дела не очень идут. И там он сейчас не является лидирующей фигурой, да. Что-то вот поменялось очень сильно в его карьере вообще в целом, в его жизни. И сейчас не так все гладко, как хотелось бы. Так что на ответ, будет ли Трамп президентом США в будущем, нет, не будет. Вот такой расклад. Комментируйте, дорогие мои. Делитесь своим мнением, подписывайтесь, если вы еще не успели подписаться. И на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.